Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео поговорим о некоторых сложностях выращивания метельчатых гортензий, с которыми сталкиваются начинающие цветоводы, которые высаживают у себя эти замечательные растения. Высаживают они их по той причине, что их кто-то им рекомендовал, либо они сами где-то увидели, как вот замечательно, обильно цветут эти растения. И, в общем-то, посадив эти растения, гортензии метельчатые, все бы хорошо, но вот почему-то не получается у них вырастить такие красивые бутоны, которые бы держались до самых заморозков, то есть до самой поздней осени. Это действительно так иногда происходит. Растения эти, в принципе, очень устойчивые и неприхотливые. Вообще погубить метельчатую гортензию очень сложно, даже при незнании агротехники, при ошибках в выращивании. Погубить данное растение, вот добиться того, чтобы оно совсем не цвело, достаточно сложно. Это растение единственное, что требует хорошего полива, частого полива и некоторой защиты. Защита прежде всего, у меня здесь кошки дерутся, защита прежде всего от болезней. Вот почему не получается до самой поздней осени добиться вот таких вот бутонов, чтобы они долго стояли. Они могут начать цвести в середине лета, а вот до осени их бывает не у всех получается довести. Вот в чем же причина? Основная причина, конечно, в том, что эти растения, метельчатые гортензии, очень многие сорта подвержены грибковым заболеваниям. Я не буду перечислять, какими именно это болезни, они характерны для многих цветов, которые мы выращиваем, но метельчатые гортензии бывает от этого страдают. И вот на растениях часто очень появляются сначала на листьях, конечно, какие-то пятнышки, листья начинают засыхать, желтеть, листва бывает полностью опадает. Бывает, что заболевание перекидывается, и чаще всего, конечно, оно перекидывается на соцветия. Соцветия начинают подсыхать, в итоге увядают. И вот все то великолепие, которое мы часто видим на некоторых каналах в Ютубе, в Дзене, где-то в интернете мы видим очень красивые картинки с огромными соцветиями разных оттенков, там розовые, красные, даже бордовые, фисташкового цвета, чисто белого. В общем, огромные вот эти шапки соцветий, они, конечно, требуют обработок от болезней. И при всей той неприхотливости, которой обладает метельчатая гортензия, все-таки нужно уделять этому вопросу некоторое время. Обработки нужно проводить несколько раз за сезон, в зависимости, подчеркиваю, от сорта. Некоторые сорта метельчатых гортензий очень устойчивые к болезням, но все-таки тоже болеют. И без обработок им обойтись, конечно, сложно. Естественно, что нужно знать агротехнику, правила посадки. Многие знают, что метельчатые гортензии не любят щелочные почвы, но будет расти в том числе и на нейтральной почве, а предпочитают они немного кислые почвы. Некоторые сорта более подкисленные почвы предпочитают, некоторые сорта очень хорошо растут и на нейтральных. Но вот единственное, что противопоказано им, так это щелочные почвы. Ну, еще одна ошибка, о которой я должен сказать, все-таки это использование в подкормках, опять же, новичками, таких удобрений, как доломитовая мука и печная зола. Ну, ни в коем случае нельзя это применять, потому что это приводит, конечно, к очень плохому заторможенному росту метельчатых гортензий. На гортензиях эти удобрения применять категорически нельзя. Что касается обработок, а я имею в виду прежде всего обработки, конечно, от болезней, их нужно обязательно проводить, особенно во второй половине лета, когда заболевания начинают с нарастающим темпом появляться на растениях. В некоторых регионах они себя проявляют более ярко, в некоторых
регионах менее заметны, но все-таки без обработок обойтись нельзя. Подчеркиваю, что это в том случае, если вы хотите добиться действительно огромных соцветий, которые превышают размерами высоту 30-40 сантиметров, большого объема, и при этом каждый цветочек чистенький, ничем не пораженный, без всяких пятнышек, то нужно проводить обработки. Я очень часто использую в обработках вот такой препарат Чистоцвет. Это не реклама, просто вам показываю препаратом, которым я часто пользуюсь. Можно пользоваться абсолютно любыми препаратами, которые защищают растения от бактерий, так называемые фунгициды. Лучше, конечно, всего применять фунгициды современные, системного действия, которые долго защищают растения от болезней, но подойдут и абсолютно те, которые доступны в вашем регионе. Заходите в любой магазин цветочный и просите средства для защиты цветочных растений от болезней. Я уже рассказывал об одном препарате, который также показывал в своем видео. Это Тиавит Джет на основе серы. Он тоже хорошо защищает цветочные культуры, в том числе гортензии, от болезней грибковых и еще защищает от клеща, потому что вредители все-таки также присутствуют на гортензиях. Кроме клеща, раз уж я заговорил о вредителях, конечно, рекомендую вам обратить внимание на такого вредителя, как слизни и улитки. Если вы проживаете в таком достаточно сыром регионе, как я нахожусь в Московской области, у нас в этом году просто какое-то засилие слизней, улиток, лето достаточно сырое, очень много этих моллюсков на моем, по крайней мере, участке, не знаю, как на вашем, напишите в комментариях. Слизни, улитки в том числе могут повреждать и гортензии, хотя это происходит в том случае, если, допустим, им недоступны другие растения с более мягкой листвой. Все-таки гортензии обладают достаточно такой шершавой, бывает, листвой, но не брезгуют, я вам скажу, слизни и гортензиями. Некоторые листики у меня есть тоже с дырочкой тут, которые повреждены этими вредителями. От них также есть способы борьбы, препараты. Я вам показывал в своих прошлых видео, обязательно их посмотрите, где я борюсь со слизнями и улитками. Что касается обработок от болезней, к которым я опять же возвращаюсь, рекомендую вам обязательно это делать. Особенно если вы только начали заниматься выращиванием гортензий, роз. Август, начало сентября, обязательно обрабатывайте хотя бы раз в 2-3 недели. Конечно, в зависимости от состояния ваших растений, присматривайтесь к ним. И профилактически также обязательно обрабатывайте. Только в этом случае вы добьетесь таких это еще не крупные, бывает, конечно, крупнее, прекрасных соцветий, очень крупных, при правильной обрезке, при правильной подкормки. Зимуют эти растения, кстати, очень хорошо без укрытия, до минус 30. Некоторые сорта выдержат и более низкие морозы, минус 32 градуса. Прекрасно зимуют под снегом, под укрытием метельчатая гортензия. Цветет, начиная от середины лета и вплоть до самых заморозков. И чтобы увидеть это цветение до самых заморозков, обязательно обрабатывайте метельчатые гортензии от болезней. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Хорошего вам цветения.